Россия осталась без ПВО, военная техника в панике стягивается в Москву, срочный приказ командования. Что происходит? Воздушная тревога сразу в нескольких странах НАТО, экстренное оповещение о дроновом ударе, атаки становятся все масштабнее. Туапсе – это только начало, точное попадание и мощный взрыв, поражены сразу две жирные цели. Пентагон в спешке перебрасывает оружие. Внезапный удар США по союзникам. Досмотрите. Десятки домов уничтожены вмиг. Россиян готовят к апокалипсису. Об этих и других самых главных событиях воскресного вечера 3 мая. Спасибо, что вы с нами. Самое важное – найти главное в потоке событий. Меня зовут Алексей Бурлаков. В эфире «Нехта». Начинаем. Удар по автобусу с детьми. Россия снова бьет по гражданской инфраструктуре. На Днепропетровщине после атаки загорелся грузовик, а рядом оказался автобус, в котором ехали около 40 детей. По счастливой случайности дети успели выйти из транспорта до удара. Их эвакуировали в безопасное место, с ними работают психологи, но без пострадавших не обошлось. Ранен 10-летний мальчик, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Им сделали такое счастье поехать отдохнуть от этой всей жизни, и не доехали, получается. Очередной массированный обстрел всей территории Украины. Сотни дронов, ракеты минувшей ночью летели по мирным городам. Снова. Крепкий удар по российской нефти. Сразу две жирные цели поражены. 2 танкера не дойдут к месту назначения. Президент Украины опубликовал видео атаки, по крайней мере, по одному из них. Морские дроны под управлением СБУ и ВМС Украины спокойно подошли к борту российского нефтеносителя и продырявили его. Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота. Поразили 2 таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно применялись для перевозки нефти. Теперь не будут. Последствия пока неизвестны, уровень повреждений тоже, но такие взрывы точно не могли не оставить свой след на российской нефтяной карте. Кроме того, президент Украины добавил в список обильного улова объекты из порта Приморск, а там еще несколько кораблей. Поражены ракетный корабль «Каракурт», также сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота. Значительные повреждения нанесены также инфраструктуре нефтеналивного порта. Паника в Москве. Российские регионы остаются без ПВО. Командование отдает срочный приказ на переброску нескольких сотен средств противовоздушной обороны, в том числе из регионов, включая Казань и Грозный. Речь идет о многоуровневой защите от радаров дальнего обнаружения до С-400, панцирей, торов, которые размещены не только в Подмосковье, но и прямо в Москве, в том числе на крышах домов. Всего медиа пишут о 280 средствах. Яблоку негде упасть. Но кажется, эти же ПВО не очень-то помогли в Туапсе. Кремль явно хочет провести 9 мая без срывов и неприятных сюрпризов, поэтому вокруг Москвы сейчас фактически выстраивают плотный противовоздушный купол. В центре города вводят масштабное перекрытие улиц и набережных, ограничивают движение и парковку, а сам парад, по сути, проходит в урезанном формате, без привычной тяжелой колонны. Путин, напомню, накануне просил Зеленского о перемирии на время парада. Хотел отпраздновать победу, но четкого разрешения от Зеленского так и не прозвучало. Сразу 2 страны объявили воздушную тревогу. Опасность удара дронами со стороны РФ заметили сразу 2 члена НАТО. В Латвии и Эстонии ночью включили сирену из-за возможной угрозы. Жители приграничных районов предупредили, что в воздухе могут появиться беспилотники, связанные с войной России против Украины. Позже обе страны сообщили, что угроза снята и их воздушному пространству сейчас ничего не угрожает. Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему. В марте Эстония и Латвия уже фиксировали заходы дронов со стороны России, а в Эстонии один такой аппарат даже ударил по трубе электростанции.
Ультиматум режима попадает в сеть. Детали плана окончания войны в предложениях Ирана узнали журналисты издания Axios. Иран предлагает не мир под ключ, а двухэтапную паузу с выгодой для себя уже на старте. Журналисты опираются на два источника. Обновленный план Тегерана предусматривает сначала 30 дней переговоров об открытии Ормузского пролива, снятии американской морской блокады и окончательном прекращении войны в Иране и Ливане. И только если по этому блоку удастся договориться, стороны переходят ко второму месяцу переговоров. Согласно иранскому предложению, только после достижения такого соглашения будет запущен еще один месяц переговоров, чтобы попытаться договориться по ядерной программе. Сначала убрать военное и экономическое давление, а самый тяжелый вопрос – ядерный – отложить на потом. Для США такой подход выглядит неудобно, потому что Вашингтон как раз держит блокаду и Ормуз как главный рычаг давления. Мы играем всерьез. Наши военные получили максимальные полномочия, предоставленные лично президентом и мною. Наши правила ведения боевых действий смелые, точные и рассчитаны на то, чтобы высвободить американскую мощь, а не сковывать ее. Это никогда не должно было быть честной дракой, и это нечестная драка. Мы бьем их, пока они лежат, и именно так и должно быть. Хексет пытается продать эту войну как быструю и управляемую. Глава Пентагона говорит, что операция против Ирана не превратится в бесконечную войну. Хотя сразу признал, быстро это не закончится. Главное – разбить ракетный потенциал Тегерана, его флот и другую военную инфраструктуру, и не дать Ирану получить ядерное оружие. В то же время Трамп готовит еще более мощный удар по союзникам. Ранее мы говорили о том, что Вашингтон планирует вывод войск из Германии. Теперь там дают понять, что 5000 солдат – это только начало. Президент США заявил, что сокращение американского военного присутствия в Германии будет, цитирую, гораздо больше, чем уже объявленный вывод 5000 солдат. Поводом в Вашингтоне прямо называют раздражение позиции Германии по войне с Ираном. В ответ в Европе уже говорят о необходимости срочно брать больше ответственности за свою безопасность. И не похоже, чтобы там расстраивались уж слишком сильно. Я думаю, совершенно очевидно, что это делается для того, чтобы усилить давление на Германию и Европу с целью заставить их вкладывать больше денег в вооружение. Наращивание вооружений европейскими членами НАТО, особенно Германией, не означает, что они получат больше независимости. Становится непонятно, кто больше хочет куда – Украина в ЕС или ЕС принять Украину. В Брюсселе все активнее ищут для Киева не прямую дорогу в ЕС, а гибкий обходной маршрут. Financial Times пишет, что внутри Союза до сих пор нет единой модели, как двигать Киев дальше, поэтому на столе сразу несколько промежуточных сценариев. Среди них ассоциированное членство, при котором Украина могла бы участвовать в работе институтов ЕС и глубже входить в единый рынок, но без полноценного права голоса и без полного доступа к деньгам Союза на старте. Обсуждается и так называемое обратное расширение. Сначала политическое приближение, а потом постепенное расширение прав по мере выполнения условий. Проблема в том, что такие схемы могут дать Киеву более четкую перспективу, но одновременно превратиться в затяжной полустатус без гарантии полного членства. Financial Times отмечает, что часть стран ЕС опасается именно этого, а критики считают подобные модели размыванием принципа вступления по заслугам. У Вашингтона заканчивается оружие, и это может поставить под угрозу оборону всего Альянса. США начали предупреждать союзников, оружие может идти дольше, потому что собственные запасы у Вашингтона проседают. По данным Financial Times, о возможных задержках уже сообщили в Великобритании, Польше, Литве и Эстонии. Все из-за резкого сокращения арсеналов на войне с Ираном. За 2 месяца США израсходовали более 3000 ракет, включая Томагавк, ТААД и Патриот. Теперь Пентагон вынужден затыкать дыры, перебрасывая вооружение даже из других регионов. И плохая новость в том, что это бьет не только по Европе, но и по Украине. Под угрозой задержек боеприпасы для NASAMS и HIMARS, то есть то, что напрямую нужно для обороны. Проблемы могут затронуть и Азию, Японию, Южную Корею, Тайвань. На этом фоне слова Трампа о том, что оружия у США достаточно, звучат все менее убедительно.
В России можно сесть за георгиевскую ленточку, получить 5 полноценных лет тюрьмы всего за то, что неправильно ее надел. По словам адвокатов, вопросы у силовиков могут возникнуть, если лента висит слишком низко на одежде, на ошейнике собаки или даже на ручке автомобиля. Формально это еще не считается осквернением, но если символ испачкается, повредится или будет выглядеть неуважительно, последствия уже могут быть серьезными. Речь идет вплоть до уголовной статьи о реабилитации нацизма, то есть в стране, где георгиевскую ленту давно превратили в почти обязательный знак лояльности, теперь одновременно предупреждают, обращаться с ней нужно так осторожно, будто это не символ, а потенциальный повод для дела. Россию тем временем уже непосредственно готовят к каменному веку или к последствиям ядерной войны. И в том и в другом случае новое изобретение российской госкомпании позволит полностью заменить интернет, как они думают. Да и странная замена получается. Предприятие Ростеха выпустило провокационную рекламу ультракоротковолнового радиоприемника «Север», фактически предлагая радио как замену цифровой связи. Посыл предельно прозрачный: если интернет исчезает, остаются новости, погода и эфир. То есть людям мягко объясняют, что жить без привычного онлайна — это нормально, но жили лишь раньше. Целая улица сгорела глубоко в российском тылу. Томская область подверглась удару, но уже от природы. К этому российская МЧС оказалась не более готова, чем к обстрелам. Крупный пожар уничтожил 16 домов, из них, правда, 5 были нежилыми. По словам местных, из-за сильного ветра пламя перескакивало не просто на соседнее здание, а сразу через дом. Пострадавших нет, но люди остались без жилья, часть уехала к родственникам, часть разместили во временном пункте. Видео, которое разрывает сеть, миллионы просмотров за несколько дней. Правильная подача узбекского плова. Знаем, что многие из вас смотрят нас из Узбекистана. Напишите, правильно ли все делают. Опа, пловчик. Какая красота! Раз, два, три. Опусти на стол! Вперед! Есть! Барабанная дробь! Ну-ка. Тяжелая техника уже у границ РФ. Соседи приводят артиллерию в готовность, но к чему? К обороне или к наступлению? Прозвучало заявление о возможном ядерном ударе по Украине, как будто у Москвы не осталось вариантов. Параллельно разговоры о распаде НАТО и пощечине Трампу. Операции сворачиваются и правила переписываются заново. И еще два разворота. Самолет премьера может не долететь до Москвы, а Зеленский выбивает у Путина еще одного союзника. А в Казахстане возникает вопрос к спецслужбам. Не работают ли они на Кремль? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.